4 идеи и множество техник декора. Идея первая – плиточки. Жестяную баночку покрываем не толстым слоем папье-маше. Также можно использовать и пластиковое ведерко. Пластик необходимо зашкурить наждачкой. Для изготовления вырубки я взяла стаканчик от свечки. Размер вырубки 4 на 2 сантиметра. И еще сделала 3 вырубки поменьше, размеры в описании. Для изготовления плиточек используем любую массу для лепки. Накрываем пищевой пленкой, так получается более мягкий край. Вы найдете в доме множество предметов и материалов, имеющих фактурную поверхность. Плиточки не сушим, сразу накладываем на влажный слой папье-маше. Клей здесь не нужен. После полного высыхания окрашиваю акриловой краской, разведенной водой, так, чтобы краска попала во все углубления. И сразу стираю слегка увлажненной тряпочкой. Покрываю акриловым лаком. Для жестяной баночки я использовала массу даст терракотового цвета. После высыхания перед окраской покрываем акриловым лаком, чтобы сохранить оригинальный цвет. Лак высох, окрашиваю краской, разведенной водой. Даем краске подсохнуть и смываем мокрой жесткой мочалкой. Вторая идея – керамика. Точно так же покрываем баночку не толстым слоем массы папье-маше и высушиваем примерно дня 2. Высохшее папье-маше смачиваем водой для лучшего сцепления материалов. И покрываем не толстым слоем примерно 1,5 мм самозатвердевающей массы для лепки. Фактуру можно создать при помощи вырубки для печенья. Крышечки разных размеров и соломинки для коктейля. Плунжеры. Теперь несколько простых техник окраски. Окрашиваю акриловой краской, разведенной водой. Размываю краску водой из распылителя. Получается эффект глазури. Здесь задача окрасить только углубление. Беру густую акриловую краску. Окрашиваю небольшими участками. Окрашиваем акриловой краской, разведенной водой, так, чтобы краска попала во все углубления. И сразу снимаем излишки краски влажной салфеткой. Покрываем акриловым лаком. Третья идея – аромасвечи. Из маленьких баночек делаем аромасвечи. Покажу 4 идеи декора. Наносим тонкий слой шпаклевки или текстурной пасты. Когда полностью высохнет, приступаем к окраске. Акриловую краску сильно разводим водой.
Добавляем еще разные цвета, пока результат не устроит вас. Можно побрызгать водой из распылителя, чтобы цвета смешались. Сушим и выделяем рельеф методом сухой кисти. Самозатвердевающую массу сразу приклеиваем на клей ПВА. Покрываю акриловым лаком. Баночку обезжириваю ацетоном. У меня самозатвердевающая масса Jovi. Оставляем так высохнуть. Если отлетит, приклейте универсальным клеем типа Момент Кристалл. Окрашиваю акриловой краской. Салфетки отделяем слои. Приклеиваем на клей ПВА, разведенный водой 1 к 1. Оклеиваю кусочками газеты и клеем ПВА, разведенным водой. Как сделать вырубку и фактурные плиточки, я уже показывала в этом видео. Не дожидаясь высыхания, приклеиваем плиточки на клей ПВА, бумажный слой для надежности. Наносим слой шпаклевки примерно 3 мм. Кусочки коралла, камешки, мелкие ракушки вдавливаем в шпаклевку. Более крупные ракушки добавляем шпаклевку внутрь. Шнур для макраме. Даю шпаклевке схватиться и заполняю промежутки. Подойдет любая самозатвердевающая масса для лепки. Заготовка высохла. Делаю жидкий раствор гипса. На одну часть гипса добавляю 1 часть воды и немного клея ПВА. Гипс должен образовать тонкую пленку. После полного высыхания тонирую крепким раствором кофе. Покрываю акриловым лаком. Старую свечу режу на кусочки. Растапливаем на водяной бане. Для аромата можно добавить отдушку или эфирное масло. Для фитиля берем толстую хлопковую нить. Ее необходимо провощить. Из таких же баночек кашпо для суккулентов. Ноги и шея жирафа из палочек для суши. Основа головы из кусочков фольги. Покрываю заготовку тонким слоем массы папье-маше. Подсушиваем заготовку, затем делаем небольшое отверстие для ушей и рожек. И немного наращиваю объем. Папье-маше можно приготовить из любой бумаги или картона от яиц. Ссылка в описании. Каркас ушей из проволоки оклеиваю скотчем.
рожки из зубочистки. Овечка делается очень просто. Жирафа загрунтовала белой акриловой краской. Спитые чайные пакетики. Проглаживаем утюгом, нарезаем и обжигаем, используя влажное полотенце. Приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Окрашиваю акриловой краской. Овечку также предварительно загрунтовала. Цвета охра, коричневый и белый. Окрашиваем сухой кистью вбивающими движениями. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.